Всем привет, с вами психолог Василий Ильин. Кто-то из вас, из моих подписчиков, уважаемых, прислал мне вопрос, лечится ли ГТР, это генерализованное тревожное расстройство, или бывает только ремиссия, потом, значит, ГТР вернется. И я решил снять серию роликов об этом, о ГТР, да, вообще, что это такое, какие у него симптомы, как лечится, как я смотрю на процесс психотерапии, как я работаю с клиентами тревожными или с людьми, у которых тревожное расстройство и ГТР. И про это будет серия роликов, поэтому подписывайтесь на канал. Сегодня я начну рассказ с симптомов ГТР, то есть что такое и какие симптомы. И дальше пойдем по порядку, с разных сторон смотреть на этот феномен. Подпишитесь и вперед. Итак, генерализованное тревожное расстройство или ГТР – это большая проблема, это заболевание, описанное в Международном классификаторе болезней и 10-го созыва, и 11-го. И там это можно найти под таким кодом F41.1 или B620. И это тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, часто относят к классу проблем, связанных со стрессом. И это важно тоже знать, потому что тема стресса тут неспроста, и она может дать нам определенные такие ключи для того, чтобы спасаться от тревожных расстройств и снижать у себя тревогу. Симптомы ГТР, а именно психологические симптомы, начнем с них. Очень любопытная вещь, что тревога, она никогда не приходит одна. Тревога, она часто связана с беспокойством, со страхом. То есть беспокойство, страх, тревога, они как такие три компонента одной тучи, которая нависает над человеком. Прям действительно это так и ощущается. И следует за этим человеком по его жизни, сопровождая практически все ситуации его жизни. ГТР – это также про постоянное волнение, ожидание неудач, плохие предчувствия, ожидание неуспеха. Среди сценариев, которые видятся человеку, то есть могут быть разные варианты развития событий, но человек подсознательно, глубинно выбирает фактически негативный результат. Он видит негатив, видит неуспех, неуспешность. Генерализованное тревожное расстройство – это про страх. Чем больше обычная и вроде бы обыденная тревога развилась постепенно в этот синдром, в тревожное расстройство, тем больше там стало страха. Если маленькая тревога, там маленький страх. Чем большая тревога, тревожное расстройство, тем больше там будет страхов. Больше, чаще это будут страхи за все, понимаете? За себя, за других, за здоровье, за все подряд. Забыл сказать про размах проблемы, а он большой достаточно. До 12% населения земного шара страдают от тревожных расстройств, в том числе генерализованное тревожное расстройство. Но тревога – это такой постоянный спутник человека и человечества, и до 30% людей страдают тревожными расстройствами в тот или иной период собственной жизни. Также известно, что женщины страдают ГТР в 2 раза чаще, чем мужчины. И начало этого заболевания довольно раннее. До 25 лет люди начинают страдать таким расстройством, такой проблемой. Тревога охватывает уровень когнитивной мысли, уровень чувств, уровень действий, уровень результатов, уровень отношения с социумом. И вот если взять когнитивный уровень, то есть мышление, то есть ГТР – это про количество тревожных мыслей. Очень интересно было бы посмотреть на тревогу и на ГТР не как на медицинский диагноз, да, не как на результат, а как на некую динамику. И мне кажется, что вот на эту динамику выгодно посмотреть, потому что это даст дополнительные возможности, дополнительные рычаги для избавления от тревожного расстройства, для избавления от тревоги. То есть тревога – это нормально, но вопрос количества, вопрос как раз динамики. То есть если 10-15% нашего мышления занято тревожными мыслями, это нормально. То есть мы с этим справляемся, и мы можем дальше вполне даже эффективно жить. Но если
это количество увеличивается, и 50-60% нашего сознания, нашего мозга, нашего мышления наполнено тревожными мыслями, вот этот процентаж уже блокирует наши действия, блокирует наше нормальное самочувствие, влияет на внимание, влияет на память и уже конкретно мешает нашей жизни. Поэтому ГТР, генерализованное тревожное расстройство, и называется генерализованным, потому что тревоги становится слишком много, слишком большой процент. И эта тревога как такое... Вообще люди так и ощущают это изнутри, как такое неприятное облако, которое начинает ползти во все сферы жизни, затрагивая мозг, мышление, эмоции, чувства, действия в социуме, общение, работу, сексуальность, здоровье, много соматизации при ГТР. Какие еще признаки у ГТР? Это страх перемен, это изоляция, склонность к уединению, это социофобия, нервозность, сложность сосредоточения внимания, раздражительность, предчувствие болезни и такая ипохондрия, прокрастинация. За прокрастинацией часто стоит высокая степень тревоги. Люди описывают тревогу как камень на душе или туча, которая нависает над ними. Часто люди в высокой тревоге, в ГТР начинают спасаться в неких ритуалах, в мистификации, уходят в эзотерику, пробуя там себя спасти. Но, к сожалению, не всегда это получается. Это всегда суета. ГТР – это про суету. Сложность получения удовольствия от жизни, от простых, таких спокойных, малых радостей. И, что тоже любопытно, в такой высокой тревоге появляется такой психологический голод, когда хочется не просто есть, не просто голод, а желание утолить голод каким-то определенным блюдом, определенной пищей, да, там, шоколадом или кофе, или специальным мясным, или булочками, или еще чем-то, семечками. Существуют также и телесные симптомы ГТР. Тревожное расстройство проявляется в сильном мышечном, моторном напряжении. Это проявляется, опять-таки, в сильной суетливости, дрожь в теле, невозможность расслабиться ни физически, ни эмоционально, постоянно напряженные трапеции, задняя поверхность шеи и вообще общее физическое, такое мускульное напряжение, которое становится фоном жизни. Симптомы на уровне функционирования нервной системы какие? Это напряжение симпатической ветки нервной системы, это та, которая отвечает за активность, за возбуждение. Вообще так и называется вегетативная гиперактивность. Высокий уровень кортизола, высокий уровень адреналина, высокое давление, потливость, тахикардия, высокий пульс, шум в голове, дискомфорт в области солнечного сплетения. Это очень важный момент, он нам потом понадобится, потому что я буду давать упражнения на работу с этими ощущениями в солнечном сплетении. Головокружение, головные боли, напряжения, сухость во рту. Ну, такой получился разговор про симптомы генерализованного тревожного расстройства, ГТР. Если что-то я забыл, напишите в комментариях. Если у себя вы наблюдаете еще какие-то симптомы, поделитесь, это важно. В следующий раз мы с вами поговорим про причины ГТР, откуда оно берется, такое тревожное расстройство. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.